Что такое герметизм? Герметизм – это философское и религиозное учение, которое возникло в поздней античности и связано с именем мифического древнеегипетского мудреца Гермеса Трисмегиста. Он включает элементы, связанные с алхимией, астрологией и магией, и имеет свои корни в древнеегипетской, греческой и римской культурах. Главные темы герметизма включают знания о природе Бога, человека и Вселенной, а также трансформация и саморазвитие. Хотя герметические учения могут восприниматься как универсальные, они на самом деле очень разнообразны и зачастую впитали элементы различных религий и духовных практик, нетрадиционные философские и религиозные учения и восточную философию. В зависимости от интерпретации и подхода герметизм может рассматриваться как универсальная философия, направленная на поиск истины и понимание Вселенной. В конечном итоге понимание герметизма может варьировать у разных людей и культур. Происхождение герметизма. Герметизм возник в древности, в основном во времена эллинизма, когда греческая культура смешивалась с египетской. Это было время расцвета философских учений, магии и науки. Гермес Трисмегист, вероятно, был синтезом реальных исторических фигур египетского бога Тота и греческого бога Гермеса, который символизировал знания и мудрость. Тексты, связанные с герметизмом, начали возникать в I-III веках нашей эры, и они продолжают оказывать влияние на оккультные традиции, философию и науку до сегодняшнего дня. Герметизм стал фундаментом для множественных учений, таких как алхимия и розенкрейцерство, и продолжает привлекать интерес людей, стремящихся понять глубокие мистические и философские вопросы. Основные идеи герметизма. Первое. Единство всего сущего. Герметизм утверждает, что все в мире взаимосвязано. Все существующее – это проявление одного высшего принципа. Второе. Знание и истина. Герметики подчеркивают важность внутреннего знания, которое можно обрести через личный опыт и медитацию. Третье. Алхимия. В герметические учения алхимия рассматривается не только как превращение металлов, но и как метафора духовной трансформации человека. Четвертое. Космическое сознание. Герметизм учит, что человек – это отражение Вселенной, и, познавая себя, он познает мир. Пятое. Магия и ритуалы. В герметизме присутствуют элементы магии, которые рассматриваются как способ работы с универсальными законами. Герметизм оказал значительное влияние на различные культурные и философские движения в средние века, эпоху Ренессанса и в современное время, включая неоплатонизм и различные эзотерические традиции. Законы герметизма. Законы герметизма известны также как принципы герметизма, основаны на учении, которое приписывают древнеегипетскому мудрецу Гермесу Трисмегисту, который считается символом единства между наукой, философией и мистикой. Герметика, как учение,
включает в себя как философские, так и магические аспекты, а также элементы алхимии и астрологии. Существует 7 основных принципов герметизма, которые были систематизированы в герметических текстах, таких как Кибалион. Вот краткое описание каждого из них. Первое. Принцип ментализма. Вселенная – это разум, и все, что существует, является проявлением одного первичного разума. Мысли формируют реальность. Второе. Принцип соответствия. Как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Этот принцип указывает на связь между разными уровнями бытия и того, как они отражают друг друга. Третье. Принцип вибрации. Все в мире находится в соответствии, в состоянии постоянного движения и вибрации. Ничто не стоит на месте, и все имеет свою чистоту. Четвертое. Принцип полярности. Все вещи имеют два полюса или противоположности, которые, тем не менее, являются одним и тем же. Например, горячее и холодное, свет и тьма – это лишь две грани одной и той же сущности. Пятое. Принцип ритма. Все происходит в циклах и имеют свои естественные взлеты и падения. Это означает, что события повторяются и всегда ведут к определенному ритму. Шестое. Принцип причины и следствия. Каждое действие имеет свою причину, и ничего не происходит случайно. Все имеет свои причины и последствия. Седьмое. Принцип гендерности. Вся вселенская энергия обладает как мужским, так и женским началом. Эти два начала объединяются для создания, влияя на процессы в мире. Теперь давайте рассмотрим каждый из этих принципов подробно. Принцип ментализма. Ментализм – это подход, основанный на изучении и понимании психологических процессов, позволяющих влиять на мысли и поведение людей. Он широко используется в различных областях, от психологии и психотерапии до общения и ведения переговоров. Основные принципы ментализма включают в себя: первое. Наблюдение и активное слушание. Это базовые навыки ментализма. Умение точно замечать детали в поведении, выражениях лица и невербальных сигналов помогает лучше понимать эмоции и мысли собеседника. Второе. Создание доверительной атмосферы. Люди, как правило, более открыты и восприимчивы к влиянию, когда чувствуют доверие к своему собеседнику. Установление хорошего контакта может улучшить взаимодействие. Третье. Использование проекций и манипуляций. Менталисты могут направлять мысли и действия собеседника, используя определенные слова, фразы или вопросы, которые наводят людей на нужную мысль.
Четвертое. Чтение языка тела. Знание невербальных сигналов может значительно повысить уровень взаимодействия. Менталисты обучены распознавать, когда человек говорит правду или лжет, исходя из его жестов и мимики. Пятое. Понимание психологии восприятия. Осознание того, как люди воспринимают информацию, позволяет адаптировать свое сообщение так, чтобы оно было более убедительным и запоминающимся. В целом, ментализм – это полезный инструмент, который может улучшить качество взаимодействия с людьми, помочь в решении психологических проблем и оптимизировать личные и профессиональные отношения. Второй принцип – соответствия. Принцип соответствия – это философская и психологическая концепция, которая утверждает, что существует взаимосвязь между внутренним и внешним миром человека. Этот принцип основан на идее, что все, что происходит внутри, на уровне мыслей, чувств, убеждений, имеет отражение во внешней реальности и наоборот. Иными словами, то, как мы воспринимаем мир и взаимодействуем с ним, в значительной степени зависит от нашего внутреннего состояния. Значение принципа соответствия. Первое. Внутренние состояния влияют на внешние обстоятельства. Если у человека позитивное мышление и уверенность в себя, это может привести к лучшим социальным взаимодействиям и большим достижениям. Второе. Внешние обстоятельства влияют на внутреннее состояние. Пространство, окружение, люди – все это может влиять на настроение и эмоциональное состояние. Чистота, порядок, красота пространства могут способствовать чувству комфорта и спокойствия. Третье. Закон притяжения. Принцип соответствия также пересекается с идеей закона притяжения, который утверждает, что мысли и эмоции притягивают к нам схожие обстоятельства и людей. Таким образом, принцип соответствия является мощным инструментом для личностного роста и развития. Понимание этой концепции может помочь в создании гармоничного внутреннего состояния, что в свою очередь может способствовать улучшению внешней реальности. Третий принцип – принцип вибрации. Это один из ключевых аспектов, который утверждает, что все в мире находится в состоянии вечного движения и вибрации. Этот принцип можно свести к утверждению, что все во Вселенной, начиная от материальных объектов и заканчивая мыслью и эмоциями, имеет определенную частоту вибрации. Принцип гласит, что высшие и низшие уровни бытия различаются только по частоте вибрации. Принцип вибрации основан на идее, что все во Вселенной, включая материальные объекты и энергетические поля, находится в состоянии постоянного движения и вибрации. Этот принцип является основой многих философских и научных теорий, включая физику, метафизику и
этимологию. Суть принципа вибрации. Первое. Все имеет вибрацию. Согласно этому принципу, все от атомов до человеческих эмоций и мыслей вибрирует на определенной частоте. Каждое состояние энергии и материи имеет свою уникальную вибрацию. Второе. Частота энергии. Разные уровни вибрации связаны с различными состояниями материи и эмоциями. Например, положительные эмоции, такие как любовь, радость, имеют высокие частоты, в то время как негативные эмоции, страх, гнев, имеют более низкие частоты. Третье. Привлечение подобного. Принцип вибрации также следует убеждению, что подобное притягивает подобное. Это означает, что если вы находитесь на определенной частоте, вы будете привлекать в свою жизнь вещи, события и людей, которые соответствуют этой частоте. Значение принципа вибрации. Во-первых, универсальная энергия. Это значит, что вся материя, включая человека, является проявлением одной первичной энергии, которая вибрирует на разных частотах. На уровне физического мира это выражается в разнообразии материи, на уровне духовного – в разнообразии состояний сознания. Второе. Состояние сознания. Мысли и эмоции также имеют свои вибрации. Позитивные мысли и чувства вибрируют на более высоких частотах, тогда как негативные состояния на низких. Это означает, что мы можем влиять на свою реальность, изменяя свое внутреннее состояние. Третье. Закон аналогии. Все связано, и изменение в одном аспекте может вызывать изменения в других. Энергия и вибрация определяют наше восприятие реальности. Таким образом, принцип вибрации в герметизме показывает, что каждый из нас имеет силу изменять свою реальность через свои вибрации. Принцип вибрации – это мощный инструмент для личностного роста и развития. Осознавая это, мы можем целенаправленно и с осознанием подходить к своим мыслям, эмоциям и действиям, создавая более гармоничную и наполненную жизнь. Рассмотрим четвертый принцип – принцип полярности. Суть этого принципа заключается в том, что все явления имеют свои противоположности. И эти противоположности на самом деле являются различными гранями одного и того же явления. Как говорится в принципе полярности, все является двойственным. Все имеет два полюса. Все имеет свою пару противоположностей. Основные аспекты принципа полярности. Первое. Двойственность вещей. Каждое явление или концепция имеет противоположное проявление. Например, тепло и холод, свет и тьма, любовь и ненависть.
Эти противоположности, по сути, представляют собой различные градации одного и того же аспекта. Второе. Субъективность восприятия. Как мы воспринимаем эти полюса, зависит от нашей точки зрения. То, что для одного человека может показаться холодным, для другого может быть теплым. Это связано с индивидуальными ощущениями и опытом. Третье. Способность к трансформации. Принцип полярности подразумевает, что можно изменить одно состояние в другое, перемещая свое восприятие или фокусировку. Например, негативные эмоции могут быть трансформированы в позитивные, если изменить свое отношение к ситуации. Таким образом, принцип полярности может служить мощным инструментом в самопознании, улучшении отношений и в достижении баланса в жизни. Рассмотрим пятый принцип ритма. Принцип ритма в герметизме является одним из ключевых законов, которые объясняют, как функционирует Вселенная и как различные аспекты жизни подвержены различным циклам и колебаниям. Этот принцип был изложен в 7 принципах герметической философии, основанной на древних учениях, связанными с мистическими традициями Египта и Греции. Принцип ритма. По этому принципу все в мире подвержено определенному ритму, который проявляется в виде чередования различных состояний, подъемов и спадов, волн и циклов. Это может быть наблюдено как в природе, смена времен года, приливы и отливы, так и в жизни человека, настроения, жизненные этапы, карьера и отношения. Фраза, которая часто используется с этим принципом, «все течет, все меняется». Это означает, что ничего не остается постоянным, и все находится в движении, подвержено изменению и эволюции. Значение принципа ритма. Во-первых, осознание цикличности. Принцип ритма помогает нам понять, что любые трудности и успехи – это части большого цикла. Познание этой цикличности может облегчить восприятие сложных периодов жизни, так как мы можем осознавать, что после спада всегда наступит подъем. Во-вторых, координация действий. Понимание ритма позволяет человеку планировать свои действия более эффективно. Например, если вы замечаете, что в определенное время года или недели у вас происходит больше удач, вы можете запланировать важные дела на этот период. Третье. Управление эмоциями. Принцип ритма может помочь в управлении своими эмоциями. Осознавая, что плохое настроение и стресс – это временные состояния, вы сможете легче переживать их и находить способы для восстановления. Четвертое. Наблюдение за окружающими событиями. Понимание ритма поможет лучше разобраться в тенденциях социума, экономики, моды и других аспектах жизни.
что позволяет человеку более осознанно подходить к своим решениям. Таким образом, принцип ритма в герметизме служит напоминанием о том, что изменения и циклы – это естественная часть бытия, что позволяет нам лучше понять самих себя и окружающий мир. Рассмотрим шестой принцип – принцип причины и следствия, который является одним из ключевых аспектов герметизма. Этот принцип утверждает, что все события и явления в мире имеют свои причины, и каждое действие ведет к определенным последствиям. Основные идеи принципа причины и следствия. Первое. Взаимосвязь всего сущего. Герметизм утверждает, что все во Вселенной взаимосвязано. Каждое действие, мысль или событие – это часть большого потока энергии и информации, и, следовательно, ничто не происходит случайно. Второе. Причина и следствие. Согласно этому принципу, каждое следствие является результатом своего собственного рода причин. Любое следствие можно рассматривать как новое начало, которое тоже может стать причиной для других следствий. Третье. Сознательное создание реальности. Герметики утверждают, что люди могут активно участвовать в создании своей жизни, осознавая свои мысли и действия. Понимание причин и следствий помогает избежать негативных последствий и направлять свою жизнь в нужное русло. Таким образом, принцип причины и следствия в герметизме служит мощным инструментом для личностного и духовного роста, позволяя человеку более осознанно подходить к своей жизни и взаимодействию с окружающим миром. Рассмотрим седьмой принцип – принцип гендерности. Гендерность, согласно этому принципу, подразумевает, что все в мироздании имеет как мужскую, так и женскую составляющую. Эти две силы, часто осознаваемые как мужское и женское, действуют во всех аспектах жизни и природы, включая физический, эмоциональный и духовный уровни. Суть принципа гендерности. Первое. Универсальный принцип. Гендерность не ограничивается лишь биологическими полами. Это универсальная концепция, охватывающая все аспекты существования. Все в мире, будь то идеи, энергия или физические объекты, имеет свою мужскую, то есть активную, созидательную, агрессивную сторону, и женскую, то есть пассивную, восприимчивую, заботливую сторону. Второе. Баланс и гармония. Важно понимать, что гендерные качества не являются взаимозаменяемыми или противоположными. Скорее, они дополняют друг друга и должны находиться в гармонии. Это баланс между активными и пассивными, созидательными и воспринимающими аспектами в жизни, отношениях и личном развитии. Третье.
Динамика отношений. Понимание принципа гендерности может улучшить межличностные отношения. Например, в партнерских отношениях важно, чтобы оба человека осознавали и ценили свою силу и слабости, что способствует более глубокому пониманию и взаимодействию. Принцип гендерности в герметизме напоминает нам о важности баланса в жизни. Осознанное применение этого принципа может привести к более глубокому пониманию себя и окружающего мира, а также к улучшению эмоционального и духовного состояния. Если вы применяете эти принципы герметизма в своей жизни, вы можете более эффективно управлять своими мыслями, эмоциями и действиями, что в свою очередь может привести к счастливой и успешной, сбалансированной жизни в соответствии с вашими целями и намерениями.